Несмотря на санкции и снижение доходов россиян, рыбодобывающая отрасль, кажется, не только не потеряла, а даже наоборот продолжает зарабатывать все больше. Мы подсчитали, что в 2022 году доход самых крупных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний на северо-западе России составил более 153 миллиардов рублей, а совокупная прибыль – более 35 миллиардов. Кто и как зарабатывает на рыбе? Связаны ли эти люди с российской властью и как на них влияют санкции? Рассказываем в новом исследовании Хроники Медиа. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И давайте знакомиться с рыбными магнатами. Это Сергей Люторевич, глава калининградского холдинга с боевым названием «За Родину». В нашем рейтинге он 6-й по доходам и 5-й по квотам на вылов рыбы. Наш рыболов – депутат Калининградского областного парламента, бывший министр сельского хозяйства региона и член Политсовета местной «Единой России». Зарабатывает он в основном не на продаже рыбы, а на ее переработке. В большей степени на производстве шпрот. Видимо, без министерской должности, а потом депутатской корочки дела могли идти не так хорошо. Официальный доход холдинга более 6 миллиардов рублей, прибыль почти миллиард. А вот бывший депутат Мурманской области Юрий Задворный. Официальный доход его компании составляет почти 5 миллиардов рублей, прибыль более миллиарда. Задворный знаменит еще и тем, что списал свою научную диссертацию. Подробно мы рассказывали об этом в нашем прошлогоднем материале под названием «Рыболов-плагиатор из Мурманска». А в нашем сегодняшнем рейтинге у Задворного 7-е место по богатству и 9-е по квотам. Но давайте перейдем к самым настоящим рыбным властелинам. Компании семьи этого человека попали на 3-е место по добыче и квотам на рыбу. И неудивительно, ведь он занимал должности вице-премьера России и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Итак, Илья Клебанов. Журналисты писали, что пока он работал во власти, его родственники собирали рыбопромысловые и портовые активы. 5 лет назад журнал Forbes поставил Клебанова и его семью на 9-е место рейтинга морских королей. За последние 4 года компании бывшего госдеятеля только на северо-западе нарастили доход до 13 миллиардов рублей, а их прибыль превысила 2 миллиарда. 2-е место в нашем рейтинге у компании сенатора Зубарева. Мы рассказывали про него, а точнее его тайную семью в прошлом году. Ссылку на эту публикацию ищите в нашем телеграм-канале. Теперь мы выяснили, что Зубарев в феврале 2022 года переписал все свои предприятия на номиналов, например, на депутата Петрозаводска Виталия Маркова. До конца прошлого года основным номиналом Зубарева служил его давний соратник Игорь Чевычало. Формально, не принадлежащие Зубареву фирмы заработали более 17 миллиардов рублей, при этом стоимость их квот мы оцениваем в меньшую сумму. По данным сайта Maria Traffic, суда сенатора постоянно заходят в Норвегию. Можно предположить, что он продает рыбу там, где цены выше российских. Сам сенатор объяснял рост цен на морепродукты в России неким сговором холодильников. Тем, что холодильные комбинаты скупают рыбу по низкой цене и торгуют ей долгое время, закладывая в цену услугу хранения и логистики. Согласно последней доступной декларации, личный доход Зубарева за 2021 год составил более 2 миллиардов рублей. В рейтинге самых богатых госслужащих по версии журнала Forbes за этот год единорос занял 8-ю строчку. Ну а больше всех в России зарабатывает холдинг Виталия Орлова «Нареба». Его доход чуть ли не такой же, как у всех остальных северо-западных рыболовов вместе взятых. В прошлом году «Нареба» получил квот на северо-западе, как мы посчитали, на более чем 37 миллиардов рублей. Это ниже доходы холдинга. Можно предположить, что он продает выловленное за границу. Об этом сообщали и норвежские журналисты. Любопытный факт. Орлов – однокурсник бывшего замглавы Госкомрыболовства Александра Тугушева. Несколько лет назад они поссорились. Тугушев пытался доказать, что был совладельцем «Нареба», а Орлов с подельниками похитили у него эту долю. Однокурсники в итоге договорились, но как же интересно устроен бизнес в России. И еще одна интересная история. Расследовательский проект «Досье» писал в прошлом году, что «Нареба» может предоставлять суда российским спецслужбам, чтобы прикрывать диверсии на море против соседних государств. Издание отмечало, что холдинг вырос, агрессивно скупая мелкие компании, наращивая таким образом квоты на вылов рыбы. Кроме этого, почти все активы «Нареба» находятся в залоге у Сбербанка, то есть у государства. Также, если верить источнику «Досье», 10% холдинга принадлежит однокурснику президента России Владимира Путина, юристу Николаю Егорову. В итоге «Нареба» — самая крупная рыбодобывающая компания не только на северо-западе России, но и по версии журнала Forbes за 2019 год во всей стране. Доходы предприятия только на северо-западе составили 54 миллиарда, а прибыль почти 17 миллиардов рублей.
Кажется, что санкции и война должны были ударить по рыбакам. Судите сами, доходы россиян неуклонно снижаются, и поэтому люди покупают все меньше морепродуктов. Из-за санкций кончаются запасы жести для банок, а значит растут цены консервов. Более того, по оценке некоторых экспертов, рыбодобывающий флот изношен на 80%, а ремонтировать его негде. Ведь с прошлого года иностранные верфи отказываются чинить российские суда, а своих мощностей у России не хватает. Но, судя по всему, все это не мешает зарабатывать. Возможно, причина в том, что все главные участники рыбного рынка тесно связаны с властями России. Кто-то сенатор, кто-то раньше работал в правительстве, а кто-то начинал бизнес с экс-замглавы Госкомрыболовства. А вот хроники без вашей помощи не справятся. Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и становитесь нашими спонсорами в YouTube, на Patreon или на платформе Friendly. С вашей поддержкой мы продолжим вести хронику российской коррупции. До встречи!